микрочелик, видишь? Просто поехавший ребенок. Машка-букашка. Один из них меня то ли ударил, то ли толкнул. Прям любви с таких встреч не было. Я всю жизнь занимаюсь самоконтролем. На Твиче стали заниматься проституцией. Пахнет контентом. А за окном то дождь, то снег, и спать пора. И никак не уснуть, все тот же двор, все тот же смех, и лишь тебя не хватает чуть. У олдов изрезаны вены, к ноге привязан кирпич. В сердце черная дырка, вместо слов отчаянный клич. Папы нет больше с нами, папа ушел без следа. Но если один крикнет «Артас», миллионы ответят. Да, друзья мои, вам не показалось, это все не сон и не монтаж. С вами я, Марпл. Я действительно приехала в Винницу, чтобы встретиться с величайшим. С Виталий, привет. Здравствуйте. Я был раньше величайшим в доте, правильно? Я сам себя так называл. Как бы я уже доту не задрачиваю давно. Поэтому где я величайший? Слушай, не могу не поблагодарить твоего менеджера Сему, через которого... Менеджера? Ну, он так представляется иногда, что он твой менеджер. Окей, твоего приближенного товарища Сему. Это называется связной. Связной. Потому что связной, потому что с ним связываются, чтобы со мной не связывались. Да. Потому что я не могу просто, там такие, у моей аудитории есть, скажем так, такие люди, с которыми просто, разговаривать невозможно, таких очень много. Угу. Ну так вот, спасибо, собственно, Семе за то, что изначально через него мы с тобой связались, твоему связному. У меня сразу к тебе вопрос. Как так получилось, что именно ему ты стал доверять такие важные вопросы? Вот как он к этому пришел, это заслужил? Прям важные? Ну, слушай, да, достаточно важные. Все равно финансы обсуждаются с ними, многие там вопросы. Уже нет, на самом деле. Ну, это к этому мы перейдем. Изначально просто... Изначально ты это спросила, поэтому. Почему Сема вот таким человеком стал вообще? Вообще, когда-то супер давно, то есть Сема это был, там один из, не то чтобы первых фанатов, он просто, еще очень давно, когда еще не начинал даже стримить, то есть он там знал, что я вот играю на Варискинге, что я такой чел играет на ВК, там, под ником Hellrake. Откровенно говоря, в итоге, почему я там, поручил ему, что ли, я даже не буду говорить доверил, потому что на самом деле я, никому вообще не доверяю. Поручил роль связного, потому что, не знаю, он, наверное, лимонил больше всех. Это так. Он лимонил больше всех, он думал почему-то что-то, не знаю, как-то, что-то ему там принесет в перспективе. Что-то принесло, но не особо. Слушай, окей, помимо того, что он лимонил, скажем так, он же каким-то образом проверен был временем, в каких-то ситуациях он себя показал правильно, что типа вот с ним Какие можно ситуации? двигаться. Я сам все делаю, по большому счету. То есть, с ним люди связывались, передавали мне какие-то там предложения коммерческие или что угодно. Просто передавали информацию. Потому что мне просто физически в определенный момент стало невозможно общаться с огромным количеством людей, потому что вот спустя год стримов слишком много уже народу, я просто не могу целый день тратить, чтобы там пообщаться. Тем более огромное количество предложений — это просто троллинг, чтобы, чтобы папе поговорить со мной, да, чтобы я ответил. То есть он как фильтр у тебя выступает? Да, типа спам-фильтр. Окей. Слушай, Так так точно. вот, да, как перешло к тому, что в итоге ты многие вопросы перестал ему доверять? Да, никогда не было этого так называемого вместе финансы. Я повторюсь, все на протяжении 3,5 лет, все один человек. Слушай, он накручивал на тебя процент, то есть вот были какие-то предложения, у тебя есть определенная ставка, Сема делает накрутку приличную, да, и как бы... Смотрите, смотри плюс смотрите, чтобы вы понимали. По факту, он меня не обманывал, но мне как-то стало некомфортно, что, допустим, вот рекламодатель хочет что-то купить, там баннер, не знаю, что угодно. И вот ему называют сумму, к примеру, давайте вот скажем, там баннер $50 за один стрим или $25 в сутки. То есть одно и то же, потому что я стримлю раз в 2 дня. И, к примеру, он говорит сумму, там, не знаю, 120. Да, и это офигеть как много. Мне показалось, что просто
рекламодатели, ну, вот, будут думать, что я там какие-то запрашивал несправедливые цены, хотя я человек справедливый, мне просто как-то, ну, все-таки рекламодатели отчасти это люди, которые, допустим, меня поддерживают. Мне просто, ну, неудобно, что он запрашивает настолько большие цены, ну, вот, настолько офигевшие, скажем так. Инна Федоровна, твоя мама, ей 50 лет, это молодой возраст, она еще не в пенсионном возрасте. Ну... Она работает или ты полностью сам ее обеспечиваешь? Ну, она что там ходит, ну, как бы, она, ну, почти не ходит, грубо говоря. Я помогаю, конечно, разумеется. Она ходит как бы на работу, ну, там, не знаю, часов 5, может, что такое, может, даже меньше. Когда мама поняла, что ты не планируешь работать, какой разговор у вас не состоялся? Какой-то же был разговор об этом наверняка? Ну, были разные разговоры, бывали не очень хорошие разговоры. Ты говоришь, значит, когда она поняла, что я не хочу работать? Ну, типа, она уже говорила, типа, Виталь, а что там на работу устроиться? Может, а кем ты ну, хочешь мне быть? Мне кем все родственники это работать? говорили. Мне, ну, думаю, в основном мне говорил дедушка, ну, что, типа, надо идти работать. А кем тебя видел дедушка? Кем ты должен был быть по их сценарию? Учитывая, что у меня в школе была хорошая оценка только по английскому, Воу. там прессовали, что я не знаю, там, учил языки дальше, там, стал переводчиком, что-то такое. Это, наверное, было до лет так 20, а потом забили, потому что поняли, что ничего из меня не выйдет. Ну, Я не буду ничем заниматься. Или ты доказал им, что, типа, ребят, все нормально, смотрите, мне можно доверять, я вполне прекрасно себя чувствую. Не было такого, ничего не доказывал, я скажу по-другому. Мне, наверное, повезло, у меня просто в целом, в общем, адекватные, ну, родственники, вообще хорошие люди. Я бы тоже, наверное, на их месте оказывал бы какое-то влияние там, на, ну, ребенка, чтобы он как-то там развивался, двигался в жизни, чтобы он не сидел на месте там и ничего не делал. С папой ты общаешься? Ну, конечно. И вы с ним тоже Ну, не регулярно живете? тоже общаюсь. Нет? Но в какой момент ты перестал жить с родителями? Я до сих пор живу в родительской квартире, просто в определенный момент, ну, так сложилось, что мои родители разошлись, а потом уже, ну, мама, чтобы мне не мешать, как бы, ну, съехала. А давно они разошлись? Давно, где-то еще, когда мне было лет 19-20. Я росла в маленьком городе, когда училась в школе. Я на себе очень хорошо прочувствовала... Мне жарко, погоди. Раздевайся. Микрофон. Все, оставляй, раздевайся. Так и знал, что будет жарко. Без смс-регистрации прямо сейчас Виталий раздевается у нас в шоу. Надо было одеть ту от Покерстар байку. Да, я сейчас тебе вот поправлю только чуть-чуть микрофончик. Так вот, значит, я в школе училась в маленьком городе. И я на себе очень хорошо прочувствовала в те времена прессинг, поборы, ну, так сказать, рэкетирство со стороны... Поборы? Да, блатной молодежи. Знаешь, у меня были такие Не, я в помню школе такое, да, я знаю. блатные подростки, помнишь? И это Ну, было как, типа... Скинуться примерно помню, братве да. там по чуть-чуть, а ты вот с кем общаешься, по каким правилам живешь, по каким понятиям. У тебя было такое в школе? Ну, я помню только такое в младших классах. Я, когда уже был постарше, такого не помню. Ну, возможно, по тем причинам, что я уже меньше ходил в школу, когда был постарше. То есть, ну, чтобы вы понимали, как бы я начал прогуливать школу серьезно прям в районе 7 класса. А в районе 8 класса я уже почти полностью перестал ходить, и потом, ну, все, уже считаю, что школы не было. Я помню отчетливо только одну такую ситуацию, ну, именно отчетливо. Это было то ли в 3-м, то ли в 5 классе. Ко мне подошли какие-то там постарше в раздевалке, там, не знаю, когда куртку вешали, когда уходил со школы, там забирал уже свои вещи в раздевалке. Ну, и просто сказали, что я должен там, не знаю, мелочь отстегивать, что-то такое. Да. Да, вот такое вот было. Я как бы, ну, как бы сказать, я довольно-таки долго взрослел в те времена, то есть, допустим, до 14-15 лет я скорее взрослел, ну, не так, как остальные, а дольше, потому что ну, у меня всегда было там свое видение мира и так далее, даже, наверное, с детства. Ну, это сейчас, оглядываясь назад, я могу так сказать. И я даже сначала не понял, что они хотят, то есть, ты нам должен мелочь давать, да, я не могу понять, а почему, ну, то есть я не понимал вот это вот, что вот на меня наезжают, я этого не мог понять, я был не способен даже в 5 классе осознать, что кто-то там пытается на меня наехать или меня унизить, я просто не был способен даже понять такого. В итоге один из них, ну, я так и ничего не отдал, потому что просто, может, я тупой настолько был, что я понять его, почему я должен отдать что-то. Один из них меня то ли ударил, то ли толкнул, и я как бы, ну, я понимал, что не хочу там ни с кем связываться, никакой конфликт вступать с какими-то там ребятами постарше, которые могут побить. И, ну, там, одежда будет грязная, в итоге бабушка заругает, что одежда грязная. Согласна. Это, ну, всегда была проблема. И там, не знаю, я случайно его в ответ толкнул или что-то такое, или там... Я уже не помню, что я сделал. Ну, случайно, потому что в ответ толкнул вроде, что-то типа такого. И, ну, там, получил несколько ударов. Там буквально 7-классник, мне там 2 или 3 раза по лицу дал 5-класснику. Я попытался его в ответ ударить, меня там снова пару раз ударил. Я вроде там упал на землю, и какая-то училка появилась.
Среди вот этих вот случаев вымогательства это один отчетливый случай, когда я реально запомнил какое-то там вымогательство. Да и то, это было за пределами моего понимания. То есть на стрелки вы не ходили? Мы ходили, понимаешь, мы в 6 классе ходили на стрелки, серьезно. Я же говорю, я не понимал этого всего. Я не знаю, в 6 классе я в футбол играл с пацанами. Играл в футбол? Ну, футбол, да, просто в Класс. футбол играл. Но на самом деле, как бы я в любом случае не могу пойти ни на какие стрелки, потому что, ну, в плане общения с людьми, это, наверное, громко. Да, нормально. В плане общения с людьми я никогда ни с кем не дружил особо, поэтому по умолчанию я в любом случае не мог пойти ни на какие стрелки. То есть это с детства так пошло? Да, я ты просто, сам я по просто, ну, я не имею ничего общего с людьми, ну, то есть, ну, да, мы там с ним проводим время, там, играем в мяч, ко мне даже, ну, Домой там, приходил? да, домой приходил там на приставке играть, один из тех, ну, с кем я часто проводил время. То есть, ну, как бы прям друзья, не знаю, я не думаю. Я была приятно удивлена, когда смотрела обзор твоей квартиры, когда ты показал Гарри Поттера из собрания книг. Я тоже всегда убеждала себя, что я росла одновременно с Гарри Поттером. Не, ну, для меня это факт был. Да, для меня тоже факт. Дай 5, кстати, мы росли одновременно с Гарри Поттером. Кто ты из этой вселенной? Вот ты Из с вселенной кем? Гарри Поттера? Да, кто ты? Я себя ни с кем не ассоциировал. Я себя не мог ассоциировать с Гарри Поттером, хотя бы потому, что на мне не было очков. Это Ну уже ладно, сложно. ну ты не можешь с Гарри Поттером, но тебе не кажется, что ты Том Реддл вообще? Том Реддл? Конечно. Нет. Типа Почему? он в детстве ни с кем не общался, был такой вот особенный, у него был свой мир, А я не свой говорю, жизнь. что был прям какой-то особенный, я такого не говорил. Ты говорил в интервью, что ты уникален. Ну и что? Ну вот. В детстве я не был никаким уникальным человеком, я не знаю, а в детстве я был обычным ебанутым, ну, как бы, ребенком. Ну, то есть буквально, ну, просто поехавший ребенок, то есть, грубо говоря, Понятно. ничего особенного. Там уроки постоянно срывал, всякую фигню творил, я не знаю, мусорки поджигал. То есть ты был плохиш в школе? Да нет, не плохиш, как тебе объяснить? Это не плохиш называется, это просто, ну, поехавший ребенок, который всякую фигню творит. Однажды мне подарили, ну, это еще в раннем детстве, мне подарили шахматный компьютер. Чё? Шахматный компьютер. Как это? Ну, доска такая шахматная, и это компьютер. Ну, то есть это было еще до 2000-х, до 2000-х. Типа там как у калькулятора циферки, что это? Как Да, это? Табло но какое-то? в то время это считалось невероятно крутым девайсом, потому что, как бы, ну, ты можешь играть в шахматы, ну, типа, ну, сам, да, то есть против компьютера. Да ладно, вот такая штука? Ну, смотри, шахматная доска, там электроника, то есть кнопки, куча кнопок. Чтобы походить, тебе нужно просто нажать на клетку, ну, с которой ты ходишь, и ты переставляешь, ну, еще раз нажимаешь, и ты типа походил. Потом компьютер думает и выдает тебе свой ход. И тебе нужно переместить просто, вот, допустим, ты играешь с черными, а он белыми. Тебе нужно то, что он выдал, ну, переместить, вот, как он походил, да. Ну я поняла, поставить туда, куда он. Ну, короче поставил, говоря, да. это был на то время очень продвинутый девайс. Я не знаю, откуда он взялся. По-моему, с Германии откуда-то взялся, я не знаю. Я в своем детстве даже не знала о такой штуке, что она существует вообще. Это очень круто. Сейчас бы если кто-то увидел, он бы подумал, типа, что за фигня, почему бы не поиграть на компе? Но в то время шахматный компьютер это было просто, ну... Искусственный интеллект! Ну, я реально офигел, это было нечто. Я за ним проводил, ну, первое время, я буквально месяцы за ним проводил. Часами сидел, играл в шахматы. Так может поэтому в дотке-то так все пошло-то хорошо? Скорее всего из-за этого. У тебя просто сформировался правильный аналитический склад. Не совсем. Я могу кое-что сказать, как бы, о чем я не горжусь, но дедушка меня в большинстве случаев обычно выигрывал без ферзя. Только когда уже потренировался, ну, с шахматным компьютером, как бы, спустя некоторое время я мог побеждать. Я, может, выиграл за всю жизнь у дедушки раза 3, когда у него был ферзь. 3 раза за всю жизнь. Ты азартный человек? Раньше был, ну, я до сих пор азартный, но как бы я всю жизнь занимаюсь самоконтролем. То есть я не знаю, что должно случиться, чтобы я начал играть, В минус? да, именно в минус. То есть именно увлекся и начал в минус. Ты смотрел вообще стримы Алохи хоть раз? Ну, я заходил, я видел, как бы, но, понимаешь, сказать, что я смотрел, это будет, ну, наверное, натянуто, это почти что лицемерие, потому что другие стримы, ну, я тебе так скажу, я свой стрим, вот, допустим, в записи, смотрел больше, чем любой стрим на Твиче, это точно. Это нарциссизм такой у тебя? Я не знаю, я смотрел себя больше, чем любого человека на Твиче, намного больше, там, наверное, в десятки раз больше, в 20 раз больше. Почему ты себя так часто смотришь? Это было скорее раньше, когда у меня контент был лучше. Смотри, возвращаясь к Алохе, тебе как кажется, это достойный твой преемник или жалкая пародия? Почему должно быть или то, или то?
Мне кажется, мы вообще отличаемся, и, в принципе, ну, контент, по-моему, отличается. Вас Разве нет? сравнивают достаточно часто, потому что, Ну, есть что-то схожее в манере. я реально не знаю, что сказать, потому что мне даже не задумывался никогда. Вот сейчас это меня реально вот первый раз навело на мысль, что да, действительно, раньше я задрачивал доту, я перестал. Я потом начал в казино играть. Он тоже задрачивал доту, он вроде даже играл профессионально, у него даже получалось. Конечно, он даже Он играл в команде. Он играл в прокомандах и чего-то добивался в продоте. Ну, я вообще-то в продоту даже не пытался играть ни разу в жизни. Мне это было неинтересно. Наверное, это похоже, но, повторюсь, чтобы говорить пародия или нет, там, жалкая, не жалкая, надо посмотреть стрим хотя бы там часов 5. Ну, а я другие стримы не смотрю вообще, по большому счету. То есть за всю свою жизнь, наверное, я смотрел больше 10 часов, 2 стримера. Кто? Когда-то я смотрел Вагамаму по Доте 2. Так. Ну, то есть вот в те времена просто еще его стрим снайпил. Ах ты жопа! Сама такая. Не устану повторять сегодня весь день. Ах Сама ты такая. жопа. Так. И второй? И второй... ну это Шрау, все. Хорошо. А если бы говорить о тех стримерах, которых нужно забанить вот прямо сейчас и никогда не разрешать им возвращаться на Twitch, кто это? Ну, помимо тебя, конечно. Не смешно. Очень смешно. Вернее, не смешно моим зрителям. Да. Я за зрителей своих, ну... Кого нужно всегда забанить, да? Да, кто вот прям недостоин стримить на Твиче? Начнем с того, что на Твиче стали заниматься проституцией. Это факт. О, да, я ждала, что ты начнешь об этом говорить. Продолжай. На Твиче стали заниматься проституцией. Раньше говорили такую фразу постоянно, ну сейчас уже почти не повторяют, говорили, типа, Twitch стал, ну, многим девушкам вместо Bongo Camps. Я загуглил, что такое Bongo Camps, посмотрел, думаю, ага, понятно, и, ну, и согласен с этим на 100%. То есть, такое ощущение, что 80% или даже больше женщин на Твиче, ну, просто занимаются проституцией, грубо говоря. Это, ну, лайт-порно. Да, софт-порн. Есть, короче, один чел на ПД, ну, многие его знают, он постоянно скидывает всякие клипчики с разными стримершами. Я постоянно нажимаю, каждый раз фейспалм. Зачем я на это нажимаю? Он скидывает клипы, это, ну, приближенный ТТР. Думаю, все знают, кто такой ТТР. Короче, связной ТТР, он постоянно скидывает эти клипы, как будто целый день этим занимается, что смотрит эти вот женские стримы. Так по-любому так и есть. Он целый день их смотрит, там сидит на них, дрочит, и когда скидывает эти вот клипы ебучие. И каждый раз клип, там просто, не так, вот меня забанили за так называемый hateful conduct. Ага. Если зрители понимают, что это. Мы сделаем сносочку сейчас. Ну, по факту я таким никогда не занимался, то есть тут скорее банят не за конкретно твой смысл, что ты говоришь, ну, что ты имеешь в виду, вернее. Не за то, что ты имеешь в виду, а за то, что ты сказал, именно за какое-то определенное там слово. Да, я знаю. То есть меня забанили, грубо говоря, просто за какие-то слова, которые, ну, на самом деле не несли негативного прям особо какого-то смысла, не было никакого хейта в чью-то сторону. Вот за что меня забанили. А вот этот чел, который скидывает клипы, там просто женщины, ну, разные девки, грубо говоря, или полуголые, или почти полностью голые, или, я не знаю, расставила на веб-камеру ноги вот так вот, и их не банят, и я не могу понять, то есть, ну как это, то есть как такое может быть? Типа, она же никого не назвала поэтому пусть сидит с раздвинутыми ногами, да? Да? Ты об этом же, ты об этом, ведь ты можешь просто сказать в воздух. Смотри, вот тебе простой пример, я могу сказать на персонажа компьютерной игре. Конечно, на собаку в игре. Даже, я говорю, не на человека, а даже вот не на дотера, там вот в доте, там пудж, даже не так. На камень. Я могу играть в Ведьмака. Я могу играть в Ведьмаке и назвать персонажа NPC. Вот стоит NPC, и я назвал его. И получается, что я не... Чё, блядь? Ну, то есть, я вам говорю сразу всем. То есть, все мои фанаты, все мои зрители, поймите, мой пермабан на Твиче, он неизбежен. Он неизбежен, понимаете, с такими сейчас правилами, ну, это просто вопрос времени. Я никогда не стремился нарушать правила Твича, я никогда не хотел этого делать, ну, то есть, хотя бы по той причине, что если я там стримлю, я принимаю их правила, это нормально. Если бы хотя бы, там, не знаю, выставляли предупреждение, вот, типа, еще один раз скажешь такое-то слово, тебя сразу банят, там, не знаю, на месяц, там, на год. Но даже нету там какого-то официального прям предупреждения, что тебя сейчас забанят. То есть тебя там просто банят и все за там, одно слово. Можно фильтровать свой базар, когда ты можешь понимать, какие конкретно слова к чему приведут. Как можно фильтровать базар, если ты не знаешь, ну, ты же не можешь запомнить, прочитать там правила Твича и все это запомнить. Ну, это, понимаешь, правила Твича, я уже как-то сравнивал, это как правило какой-либо, ну, законы страны. Вот да. Посмотреть законы страны, там 300 плюс законов.
Если человек какой-то, который, ну даже юрист профессиональный, который способен запомнить 300 плюс законов, это вообще реально? Ну то есть как я должен запомнить все эти правила? Как? Вот ты сам сказал, что ты с про-дотой никогда не связывался. Так точно. Ну, если не читать сайта. С какими проблемами ты столкнулся во время отборочных на Manila Major? Это было, когда я играл там с известными игроками? Да. Ну, то есть я с известными задротами. Да, я понимаю, что ты человек не особо-то социально настроенный, не особо социальный в целом. Какие у тебя были проблемы? Я попытаюсь рассказать, но если я скажу, что в целом я не помню... Ну, конечно, надеюсь, ты не поверишь, помнишь. Надеюсь, поверишь в этот раз. Конечно, ты не помнишь, но вспомни. Какие наши проблемы? Как по мне, самая главная проблема была это просто собраться в пятером вентрила, чтобы все друг друга слышали. Так. По-моему, это самая главная проблема. А потом по игре, ну, как бы все понимали, что, ну, как бы амбиций там нету, там, прям вот выиграть что-то. Ну, то есть никто ни на что не рассчитывал, просто играли. Какие проблемы могут быть? Просто играли. У меня не было ни с кем никаких конфликтов вообще, как бы, ну, по своей натуре я никогда ни с кем не конфликтую, если кто-то там не начинает реально гнать, какую-то, ну, фигню нести. Вспомнил, что я спорил с Кудесом на пиках. Не было ничего там особенного. Я не знаю, почему-то собрал такой хайп, почему-то было вроде много зрителей. То есть для меня это загадка. Ну, подумаешь, ну собрались вот, да, поиграть. Все это восприняли, как будто, я не знаю, как будто мой врыв в продоту, как будто я начинаю там заниматься этим. Но я это сделал только изначально потому, что это было людям интересно. Я никогда не говорю, что я врываюсь в продоту. Я никогда не говорил, что я что там пытаюсь добиться, что сделать. Я же много раз повторял до этого, что мне продота по большому счету не интересно, потому что я как бы человек асоциальный. Мне нереально просто с людьми в команде быть, потому что я всегда начну искать виноватого, понимаешь? Это... скажем так, антигайд, как побеждать вообще в доту. Ты не можешь постоянно, как бы, ну, ты не можешь создать команду, постоянно ища виноватого. А я такой человек, что я не могу по-другому, я всегда буду искать виноватого. Потому что я сам всегда, если чему-то начну время уделять, я буду задрачивать изо всех сил, и я буду, ну, реально потеть, и, то есть, я буду стараться быть близким к идеалу. То есть, очевидно, что буду, скорее всего, не я виноват. И в итоге всегда поиски виноватого будут сводиться к тому, что, ну, я кого-то найду, кто не я. А ты сейчас вообще не следишь за жизнью про команд на сцене, за компетитив? Полтора года не сижу вообще. То есть я даже, если меня что спросишь, не сказать просто нечего, потому что я не знаю. Я просто не знаю. Единственный про доту, который я смотрел за последние, ну, полтора года... Это сайт! Это когда я комментировал сам. Это когда я комментировал, ну, собственно, для работяг. Это все, что я смотрел. Ну, хотя бы, может быть, один единственный дотер, который когда-то тебе казался ничего таким. Типа, нормальный парень, хорошо играет. Да, таких на самом деле много было, но просто, понимаешь, время идет. Сейчас даже нет смысла это говорить, потому что как бы время идет, ну, эти люди могут уже ужасно играть или вообще не играть. Но Рамзес красавчик. Ну, если честно, я с Рамзесом почти никогда не пересекался даже в доте. Насколько я знаю, по-моему, это довольно-таки молодой челик. Да, микрочелик. Даже учитывая по его нику, там у него что-то вроде типа 3 шестерки. Ну, по-моему, он достаточно молодой. Я не знаю, сколько ему лет, но я предположу, что меньше 20. Конечно. То есть... Я как мать точно знаю, смотри, что меньше. я стримлю 3,5 года. Ну. Как бы, ну, как я мог с ним пересекаться, если ему сейчас меньше 20, то есть получается тогда... Ну ты же комментировал дотку, может быть, не, ты просто видел, как он играет. Ну так вот, что я тебя спрашиваю, Рамзес, ты мне должен ответить на этот вопрос. Рамзес красавчик? Ну, как бы... Хорошо смотри, играет человек? Тебе понравилось, как он играл? Он не может плохо играть по определению, потому что если эта команда добивается, ну, больших успехов, такого не бывает почти никогда, чтобы там какое-то было, ну, дно, которое тянет вниз. Он не может по определению плохо играть, тем более считая, что он играет на кор-роле. Если он играет на кэрри, и эта команда постоянно выигрывает, ну, на моей памяти только одна команда, по-моему, за всю историю с хуевым кэрри могла добиваться, ну, высоких результатов. Только одна за всю историю. Какая? Это Альянс с Лодой. Все, больше никого я не помню. Короче, будем считать, что он сказал, что Рамзес красавчик. Ромка. Я, если честно, просто не помню, как он играет. Но я помню, что ничего хуевого я не заметил. Все, что я помню. Это уже хорошо или нет? Уже хорошо. Да. Возможно, он играет не хуево, потому что у него твое лицо на заставке регулярно просто, на аватарочке. Я видел на одном из стримов. Мне работяги указали, то я ржал в голос. У меня, я не могу сказать, что у меня канал такой прям совсем для задротов по доте, и по стримам, и по твичу. Короче, есть люди, откровенно говоря, не посвященные. Которые меня не знают, допустим. Которые тебя, например, не знают. Как ты начал стримить? Почему? Откуда ты взялся на твиче? Кто такой вообще Папич? Я начал стримить, потому что меня начали просить. Потому что, ну, я слишком хорошо играл, и люди хотели это смотреть. Слишком хорошо. Действительно, слишком хорошо. Ну, серьезно. Так.
Ну, люди начали предлагать деньги, давайте мы будем тебе платить деньги. Они сами начали предлагать. Это не было никаким бизнес-планом или продумкой. Они сами начали предлагать, и что, мне отказываться или что? Ну, если люди тебя просят, вот мы тебе даем деньги, а ты давай стрим. Ну, а что мне делать, отказываться? А сколько удалось в первые же вот дни стриминга в таком формате поднять? В смысле, поднять? Ну, я Ну, не стримил поднять, а одна игра, ну, получить. вдумайся, одна игра в доту. Так. $6. И я стримил обычно максимум 2 игры за один Это стрим. совсем немного И было. это было где-то раз в 3 дня стрим от силы. А, то есть это вообще было так, просто за спасибо практически. Ну, почти да, но постепенно начал повышать цены, потом стало 8, потом стало 10. Вы чувствуете, как тут пахнет с этим деревом классно? Приятно, да? Пахнет контентом. Пахнет контентом. Пахнет контентом. Не, ну всегда приятно на природе гулять. Даже как бы в городе, в котором много машин, все равно как бы чувствуется разница. Да. Хотя дорога прямо рядом, но все равно. Ну, парк хороший. Когда ты понял, что ты стал звездой? Звездой. Ну, давай не будем как бы скромничать, ты звезда. Реально звезда. Мне это скорее неприятно, вот честно. Ну, это же правда. Тем не менее, когда ты понял, что ты стал вот звездой, хоть это и неприятно для тебя. Не знаю, ну, я никогда, ну, я, наверное, никогда не хотел подсознательно вот это вот слово «звезда» использовать, потому что, повторюсь, мне это неприятно. Ну, когда меня на улицах начали узнавать, там просят пожать руку, автограф, ну, и так далее. Здесь, в Виннице. Да, здесь в Виннице. Я всем на это, ну, это уже много раз повторял, я говорю людям, ну, обычно это в реале не говорю, я в реале просто говорю, нет, не хочу, типа, не буду, ну, не хочу этого делать, этого не делаю, просто, ну, отказываюсь вежливо. Хочу всем сказать, ну, не сотворяйте себе кумиров. Я могу объяснить, почему. Я могу обосновать, почему кумиров себе делать это очень плохо. Когда вы сотворяете себе кумира, вы как бы автоматом предполагаете, что этот человек выше вас уже. Ну, то есть, Да. вы сделали себе, вот он, ваш кумир, он такой пиздатый, он во всем такой хороший, вы его обожаете, он вам так нужен. То есть вы уже поставили его намного выше себя. И получается, вы себя тормозите в развитии, и вы себе даже ставите планку банально, вы себе ставите планку. Получается, если это ваш кумир, значит, вы уже по умолчанию не можете прыгнуть выше него, это невозможно, потому что вы себе поставили планку, это мой кумир, а я хочу хотя бы быть вот хоть кем-то, вот хотя бы там чуть-чуть похожим на него. Уже планка стоит это вот в мозгу, то есть любое сотворение кумиров это просто, ну, вы себе делаете минус личность, вы себя не то чтобы деградируете, но вы себя стопорите в жизни, короче говоря. Ну, так и не смог выговорить, на самом деле. То есть, ну... При том же даже кумир может творить же хуйню какую-то вообще. Ну, это само собой, в любом случае. То есть, когда еще делать, как бы, ну, кумиров из плохих людей, это вообще полный пиздец, но это уже совсем лютый зашквар. Ты хороший человек? Ну, я себя не считаю прям хорошим человеком, но я себя никогда не считал плохим, потому что, ну, как минимум, смотри, я могу сделать хороший поступок время от времени, то есть, когда у меня есть настроение, я могу сделать хороший поступок, но плохих поступков я не делаю никогда. То есть, может, вот кем я могу считаться, если плохих поступков я не делаю принципиально, а хорошее могу сделать, если есть настроение. А что было последнее хорошего, то, что ты сделал? Подумал, блин, хороший я человек. Наверное, я не знаю, ну, наверное, там подарил кому-то там из родственников что-то, ну, то есть, скорее всего это, потому что, ну, что я могу еще сделать так, там, особо хорошего? Я же как бы не хожу там по улицам постоянно, не подаю там милостыню, не знаю, нищим. Хотя, кстати, даже это пробовал. Ну, просто ради интереса, просто дал там, ну, я не помню, сколько я дал, что там кинул челику, который милостыню просил. Просто, ну, проверить. Я ничего не почувствовал, ну, типа, ну, как бы, мне даже это не показалось хорошим поступком, если честно, потому что, ну, откуда я знаю, кому я там что кидаю? Может, с него состегивать 90%. Может, он пойдет и шарнется с этим. Ну, да, это такое, но это на самом деле, ну, это вот так называемый, вот уже я это сказал, на самом деле, смотрите, я вот это сказал, что это нехороший поступок, я это не считаю, но по сути, любые подобные поступки, как бы, если вы об этом уже кому-то рассказали, это уже лицемерие, да, потому что да. альтруизм это, грубо говоря, альтруизм это когда никто об этом не знает, то есть любой альтруизм это лицемерие, и, ну, самая большая ложь. Ты кумир молодежи, мы с тобой с этим уже разобрались, тебе никогда не казалось, что ты становишься заложником своего образа? Я знаю, что ты не считаешь это образом. Я знаю, что ты говорил о том, что это твое реальное естество, ты такой человек, это твоя личность. Но тем не менее, есть какие-то определенные моменты, за которые вот ты — это ты. Именно в Твиче, именно в комьюнити. Я становлюсь заложником контента, вот что меня напрягает, а не заложником какого-то образа. Нету никаких образов. Это вот так называемые образы, это просто зависит от того, ну, с каким настроением проснулся. Я все тот же человек, просто я так же сам себя и в реале могу вести по-другому, если я там
ну, проснулся с другим настроением. То есть новый день, новая жизнь. Ну, знаешь, типа, вот мы сейчас с тобой гуляем по парку, Ну. и ты немножко отличаешься от того человека, которого я видела неоднократно на твоих стримах. А тебе не приходило в голову, что мы занимаемся вообще-то разными делами? Да. Если бы я сейчас играл бы, допустим, в игру, А то, я бы возможно, сидела бы не рядом, да. отличался. Ты бы орал точно так же бы рейджил. Сейчас я даю вот конкретное интервью. Когда я захожу стримить, ну, когда сажусь за компьютер, я знаю, что я сажусь как бы, ну, не только, ну, не просто играть. Микрочелик, иди сюда. Микрочелик, иди сюда. Ну, ко мне подойди, а не к камере. Зачем ты камеру нюхаешь? Короче говоря, когда я включаю стрим, то есть я понимаю, что я сажусь развлекаться, то есть, ну, это развлечение должно быть. Если я сам не развлекаюсь, то зритель никак не может развлекаться. Я понимаю, что люди там часто от меня ожидают, что я буду их развлекать, но они должны понять главную истину. Если стример не может развлекаться, если мне не весело, то им тем более не будет весело. И, ну, в такие моменты я чувствую, что просто лучше вырубить стрим, сказать всем пока. И такое случается все чаще и чаще. То есть я просто не могу быть уже заложником контента, мне банально, ну, хочется вырубить стрим. И... Да ты уже вырубил. Меня вырубили. Уже вырубили стрим, уже потушили. все. Ты перестал играть в доту. Почти, но не совсем. Ну, До да, сих пор же стримлю. Да. к Да, сожалению. сейчас-то ты не стримишь, дорогой. Ну, короче, ты перестал играть в доту в таком количестве, в котором раньше играл. Так точно. Как ты думаешь, умрет ли дота? И если умрет, то когда? Мне хотелось, чтобы она умерла еще года 2 назад, потому что мне не нравилось то, что делают с игрой. Мне не нравилось то, что там ее делают слишком тимплейной, мне не нравилось то, что нельзя курицу свою иметь банально, мне не нравились многие вещи. Вот добавили книжку XP в игру, знаешь, есть книжка XP. Ее добавили в игру, и, короче, недавно я выяснил, что если ее купить, ты ее купил, да, хочется ее принести курицей, союзник может ее просто взять у тебя из курицы, достать и сам использовать. Я когда-то выяснил, подумал в очередной раз, лучше бы Дота умерла поскорее. Потому что, А игра от будущего, на твой взгляд, какая? Зачем будущее? мне кажется, будущее за каким-то очень качественным батл-роялем. Ну, я ожидал, что так Максимально качественным. Ну, то есть не то, что сейчас есть. То, что сейчас есть, меня не устраивает. Ну, лично меня. Ну, то есть ни Фортич, ни Пуп. Ну, опять же, смотри, будущее, получается, уже наступило, потому что Fortnite слишком популярен и Очень, людям нравится. да. Но мое будущее явно не там, как геймера, имею в виду, не как стримера. Ну, я вообще... Когда меня развалят, я буду что-то стримить, не знаю, дайту. Повторюсь, я говорил, что я вернусь, потому что люди хотят смотреть, и я просто не могу банально задоджить стримы, потому что люди готовы там, донатить и донатить. Поэтому я вернусь, собственно. Бабки решают? Ну, в плане... Ну, вообще, для тебя в твоей жизни Вообще, бабки это мотивация? Вообще никак, никогда. Если бы деньги были мотивация... Смотри, если деньги мотивация, почему стримы становятся только хуже? Если деньги мотивация, если деньги меня мотивируют. А ты постоянно говоришь, люди же ждут, люди же донатят. Это ты ради людей стараешься? Сейчас объясню. У меня никогда в жизни не было мысли при подрубке стрима, сколько я сейчас заработаю. Это я знаю, да. Ты Это действительно говорил. не меркантилен в этом плане. Но при этом я не могу отказаться и перестать стримить. Вот я понимаю, есть говно-контент, в идеале нужно или сделать там перерыв, или... Не сделали перерыв. В итоге anyway стримлю раз в 2 дня, все так же, типа по дефолтному графику, потому что, смысл не отказываться? А какой смысл, если люди готовы смотреть и донатить? Они продолжают смотреть, даже когда реально просто уже хуже некуда. Причем, даже когда я стримлю казино, они умудряются жаловаться на казино, но при этом смотришь, думаешь, окей, жалуются, альтабнусь, посмотрю, сколько зрителей смотрит. Типа, может, есть причина? Смотрит 9000, думаю, а хули вы же? Ну, типа, а зачем ты смотришь и жалуешься? Ты просто офигенно рациональный чувак. Я просто рационально, да, и все. То есть, если люди платят деньги, я их собираю с них. Спасибо всем. Дань. Ну, реально, спасибо всем, но если они платят, если не смотрят казино, допустим, и т.д., и т.д., и т.д., я просто этим продолжаю заниматься на автомате. Мотивация мне это не дает, потому что, мотивацию купить у меня, я не знаю. Ты достаточно часто ставил в очень неловкое положение многие большие студии, которые кастят турниры, когда кастил их самостоятельно. Было ли у тебя когда-нибудь такое на памяти, на твоей, плохой твоей памяти, что тебе предлагали деньги, чтобы ты этого не делал? Студии большие, типа, Виталий, остановись, пожалуйста, мы несем потери, не делай так, вот тебе деньги. По-моему, что-то один раз такое было, но... Вот, чтобы реально напрямую предложили деньги. Да, типа, напрямую, ты заебал воровать наших напрямую зрителей. точно нет. Напрямую только угрожали и Реально просили. угрожали? Так был один раз случай, когда я вообще отказался стримить один турнир. Если бы я его согласился стримить, то меня, наверное, нашли бы причину еще тогда забанить. То есть, опять же, на месяц тот же. Ну, главное, чтобы не убили, слушай. Не, в реале никто ничем таким не угрожал. На самом деле, для меня не было бы разницы, какая там угроза, то есть мне это не важно.
Я просто, вообще другие совершенно люди там попросили просто, Просто по-человечески. да, просто попросили не стримить. То есть никаких денег, ничего никто не платил. Я и не получил ни копейки. Меня совершенно другие люди попросили вот, можешь ты не стримить. Чем меньше играю в доту, чем меньше я, во-первых, я не задрачиваю, во-вторых, чем меньше я играю, то есть я все хуже и хуже комментирую. При этом до сих пор остались люди, которые считают, что я реально там чем-то колоссально именно отличаюсь от других комментаторов профессиональных. Конечно, отличаешься, потому что ты говоришь все без цензуры, то, что думаешь, тебе пофиг, что про как тебя сказать, подумают. так точно, но все равно, чем меньше я играю, проблема остается та же. Я все меньше и меньше понимаю. Мне самому мои комментарии как минимум год не нравятся. То, что комментирую, я себя, допустим, потом немножко послушаю для, самоанализа, для аналитики, чтобы понять, как я конкретно сейчас вообще, какой мой уровень понимания. Я понимаю, что в принципе часто я начинаю нести какую-то хуйню, которая, не относится или к тому конкретному уровню игры, или не относится к тому конкретному матчу с теми конкретными пиками, или вообще слишком теоретическая. То есть, мало опыта. Если ты не можешь постоянно комментировать, если у тебя нету самого практики. Ты банально не можешь, если ты не участвуешь в игре постоянно и не играешь против тех героев конкретных, против определенной меты, как ты можешь комментировать ту или иную мету. Допустим, типичный профессиональный комментатор, допустим, возьмем, у него там будет 3500 рейтинга. Он будет комментировать, грубо говоря, мету 3500 на те времена, когда он имел 3500. То есть сейчас у него он даже не пытается особо играть. То есть он будет комментировать 3500 мету 2- или 3-летней давности. Но в чем суть? Я-то что сейчас комментирую? Я-то комментирую, грубо говоря, я уже давно не пытался набирать ПТС, очень давно. Я не пытался задрачивать, мне просто неинтересно, я не хочу. Все, чем я занимался последние года полтора или, год в доте, это я просто руинил. То есть пикаю героев, которые мне... Да, профессионально, кстати. Я пикаю героев, которые мне интересны. Дота такая игра, но особенно нынче, что ты не можешь играть тем, кем тебе интересно. Ты бывал когда-нибудь за пределами Винницы? Конечно, конечно, звучит удивительно для Да, некоторых. поразительно. Очень мало. Бывал, но мало. То есть это в пределах Украины? В основном я бывал на море раз, в детстве. То есть я ездил там с родителями. Микрочелик, Белочка. Прям супер микрочелик. Супер микрочелик, Белочка. Посмотри. Были какие-то места, в которые тебя звали твои фанаты? Типа все, постоянно. чувак, билеты, давай. Расскажи. Было много всего, я расскажу, наверное, фейковую историю. Как фейковую? Как фейковую? Не надо фейковую. Так мне кажется, что она фейковая. Тебе предлагали? Постоянно какой-то чувак на стримах где-то месяца 3, он подписывался «Якут, биткоиновый миллиардер». Это у него никнейм такой. И он постоянно на стримах где-то 3 месяца кидал донаты по КД. То есть я ее рассказываю только потому, что есть шанс, что она может быть не фейк, но скорее всего фейк. То есть 3 месяца он так вот кидал донаты или даже больше. И говорит: приезжай в Якутию, дам тебе там, не знаю, сколько мне предлагал, 15 биткоинов или что? То есть я приехал к нему в Якутию. Ты чего не согласился-то? Потому что, во-первых, я не хотел. Далеко. Во-вторых, далеко, во-вторых, там холодно очень. В Якутии там минус 50. Это правда. Меня всегда интересовала водичка в глазах, как она не замерзает при такой температуре. Зимой, я выходил в минус 10, допустим. Выходишь в минус 10, у тебя жидкость в носу, которая есть, все-таки всегда есть немного жидкости. Даже сопли стынут, ты даже хотел если сказать. нету, даже если нету соплей, все равно там немного есть жидкости. В носу замерзает жидкость. Но казалось бы, в носу внутри должно быть теплее, чем в глазах. Короче, ладно, это так, глупости. Это лирическое отступление. Как не замерзают глаза. А тебя звали на какие-то турниры прям работать в аналитику, в комментаторы, куда-то? Просто предложения были напрямую? Были относительно недавно, как недавно. Это где-то было вроде в районе лета, или к Интернешнлу, или что, или к Валам. Короче, там главное, это вроде Ру-студия разделилась на 2 студии. Мейнкаст? Стала Мейнкаст и Рухаб, да. И меня вроде туда и туда там звали. Не вроде, а точно. Мне конкретные люди писали. Да? Конкретные люди писали, да. Очень интересно. Кто больше предлагал? Я ни о каких деньгах не шла речь еще, потому что я, в принципе, и там отказывался. Я просто не хотел никуда ехать, и, я не хотел, скажем так, принимать, какие-то определенные в рамки заходить, в определенные рамки заходить, принимать чьи-то условия. Я просто хотел, сам себе постримить. Зачем мне куда-то ехать, если я могу сам себе постримить? Логично. Меня уже давным-давно должны были забыть. Какого черта человек, который даже, не то, что на 7К рейтинга, а даже на 6К уже почти не играя, то есть в среднюю игру 6К попасть. Нету никакой там прям супер топовой аналитики, нету супер интереса. Он это делает, потому что этого ждут от него. То есть они ждут, и я это для них делаю, окей. Возможно, все-таки в чем-то до сих пор лучше, чем большинство комментаторов. Но я уверен, что если постараться, реально найти комментатора, который откомментирует лучше. То есть просто никто не хочет, все уже привыкли, наверное, да. А Вилат крутой комментатор? Хороший? Как сказать,
Чисто эмоционально, ну, конечно, так, иначе он бы не смог бы на плаву удержаться настолько долго. Но в плане понимания доты, они все, ну, все популярные, известные комментаторы, они настолько... Low skill? Ну, это даже не просто low skill, это даже ниже low skill, если честно. Ну, они этим не занимаются, Ну, это ж видно. они не играют Они, же. вообще не играют, да, то есть, грубо говоря, Вилат и прочие подобные люди, они, ну, которые занимаются давно комментаторством, там, очень долго, там, вот эти вот супер-олды комментаторства, они, ну, за счет своего как-то интереса, неважно, наигранного или нет, какой-то подготовки к матчам, то есть Ну, эмоций, конечно, да, опять же, изучение. неважно, наигранных или нет. То есть они просто пытаются вкладываться в процесс, это их жизнь, это их работа, ну, буквально вот работа, да, то есть они пытаются серьезно к этому отнестись. Я не могу к этому относиться как к работе, я хочу, чтобы мне было интересно. Если мне не интересно, то я не понимаю, зачем я этим занимаюсь. И получается, опять же, мы возвращаемся к тому, что я заложник контента. А оставаясь заложником контента, ты идешь к говно-контенту. Ко дну, ко дну. На дне океана. Ты говоришь, я вот не хотел лететь туда, не хотел лететь туда. Почему тебе никогда не хотелось узнать что-то за пределами? Когда-нибудь ты соберешься в путешествие? Я ненавижу путешествия. Почему? Ведь ты же не пробовал куда-то далеко улететь. А зачем? На А зачем хорошем пробовать? самолете, бизнес-классом. И Очень что? крутое место, очень красивое, где нет людей, где только природа, какой-то безымянный пляж, не знаю, что угодно. Я сейчас отвечу то, что отвечал много раз уже, и это всех многие Нет, начинают сразу улыбаться. Ответь что-нибудь, то, что ты немного раз отвечал. Вот скажи по-другому. Почему? Какого Так хрена? есть только одна причина, и я уже ее говорю. Впадлу? Нет, не впадлу, потому что я могу на ютубчике посмотреть любое красивое место. Ну это не то. Ну я клянусь тебе, когда ты идешь Не и то, ты вот дышишь этим. Я не согласен. Почему? Я не знаю, смотрел ли ты, одно из моих видосов, я отвечал, ну, на вопросы подписчиков. Это Я снимал, смотрела несколько таких видосов. короче, там было типа в лесу, ну не совсем. Ну такое было все зеленое, да, фон такой зеленый, все в лесу. Так вот, в реале это место выглядит как какая-то, не знаю, бомжатня, то есть ничего особенного. Но на видео это выглядит просто, ну, все такое зелененькое, все такое прекрасное. А прикинь, сколько есть мест, которые на видео выглядят охуенно, а в жизни вообще пиздец. Очень красивые Я в это не верю, места. мне кажется, наоборот. Вот на видео оно все действительно, ну, круто выглядит, а в жизни в любом случае хуже. Так я То клянусь есть, если я, тебе, что посмотрел это на, так. если я посмотрел на видео, значит, оно не может быть лучше. Может, наоборот. Типа, вот смотри, мы сейчас снимем это видео здесь, в парке, но никто из людей, которые его посмотрят, не почувствует запах в этом лесу. Понимаешь? Понимаю, но... Не прочувствуют даже температуру воздуха. Но сам парк, как бы, вот как мы тут прогуливаемся, все будет выглядеть намного лучше. Согласись, когда мы сейчас смотрим, вот эти вот все, ну, сейчас пейзаж, он будет не таким, как на видео будет намного лучше. Ты же знаешь, что пейзаж на видео будет совершенно другим. Оно будет симпатичное, спора нет. Но вот мы с тобой зашли в парк, ты сказал, блин, заебись иногда прогуливаться по лесу. Лучше, чем просто смотреть на лес на видео. А? Ну, в плане подышать воздухом, да, но... Ну вот. Ты можешь подышать воздухом, поехать, я не знаю, в той же Украине даже. А песочек горяченький, там вот там раки бегают. Я сказал, что я люблю, какие-то, климат такой, когда Ну жарко. окей, хорошо. Лес в Новой Зеландии. Ты стоишь где-нибудь на вершине вулкана спящего и думаешь, офигеть, какой я классный. Стою на вершине вулкана, смотрю вдаль. Ну, если честно, И вот мне это бы всё. не пришел в голову. Типа, ну, если я стою на вершине вулкана, почему я стал классным из этого? Ну, Ну, я не такой человек, мне бы не круто пришло это от в голову. этого. Ну почему круто? Ну почему Давай круто? устроим тебе путешествие куда-нибудь, я тебе лично спланирую. Ну давай! Ну это же очень интересно, очень круто. Нет? Ну, Нет? Вот честно, я благодарен, ну, сейчас за само предложение, но Ты планируешь жить и умереть в Виннице. я не планирую жить и умереть А ты в вообще Виннице. ж не планируешь, ты живешь одним днем. Я живу сегодняшним днем. Завтра я проснусь, будет новый день. Все. Мне может прийти что-нибудь в голову, и я буду это делать, воплощать в жизнь. То есть сейчас я не думаю никуда поехать, понимаешь? Вот когда ты мне говоришь поехать в Австралию, запланировать поездку в Австралию, я это воспринимаю как, знаешь, вот давай ты прямо сейчас начнешь собираться, и все, вот поехали в Австралию. Вот, собрал рюкзак, сложил тут трусишки, зубную щетку, все. Мы тебе билеты прислали по почте, чувак, погнали, у тебя поезд Восток. Да, но Ты сел, поехал, в полетели. данную секунду мне это просто неинтересно. Ну и жопа. Хватит это повторять. Я могу тоже как-то тебя называть. Так давай. Машка, Букашка. Да это фигня, не, ну вот это твои микрочелики, макрославы, микрославы, вот давай какой-нибудь, вот либо на Марпу, либо на Машу, как бы меня вот ты называл, если бы вот с этими твоими вывертами окончательными? Я могу сказать так, я бы не стал ничего придумывать, но если бы ты мне еще раз сказала, ну, жопа или что-то такое, Давай. я бы сказал в таком же уровне, на уровне жопы, Машка, какашка. Ой, Нормально? да, хорошо. Нормально? По-доброму. Справедливо? Справедливо. А вот это герб Винницы? Где? Ну, вон там, на газоне. Сейчас бы знать.
Ты понимаешь, что ты герб Винницы? Люди знают о Виннице только благодаря тебе. Я узнала о том, что есть такой город только благодаря тебе. Ты мэр Винницы. Об этом я слышал, кстати, да, то что... Хотя меня удивляет, Винница, ну, один из лучших городов Украины. Ты видел на Порнхабе видео с девушкой в футболке с твоим лицом? Мне скидывали скриншоты, то есть мне столько скинули, что смотреть не пришлось. Я бы все равно не смотрел. Не смотрел? Не смотрел. Твоя реакция на это творчество? Я не знаю, ничего хорошего. Негативно ты отнесся? Ну, скорее негативно, да. Ну, ты знаешь, да, предысторию, что девочка твоя фанатка? Ну, я слышал, но как бы, ну, все об этих вот подобных, как бы это даже назвать, инфоповод, я не знаю, как это назвать. То есть о всех подобных случаях мне вот рассказывают мои фанаты или там мои зрители. Так я сам, как бы, ну, не интересуюсь особо. Мне не нравится вот это вот любой хайп, но мне не нравится. Мне это не интересно, я не люблю это смотреть. Ты будешь смотреть выпуск «Миссис Марпл» с собой? Не, это я посмотрю, да. Посмотрю полностью, обещаю. Это хорошо, спасибо. Но это другое немного. Ты смотришь порно? Нет смысла. Ну, в последнее время точно нет смысла. Твое отношение к любви за деньги – это окей или это вынужденная мера? Имеется в виду со стороны женщины или со стороны мужчины? Потому что я могу провести очень, скажем так, четкие аналогии, сравнить это, скажем так, с так называемыми дефолтными, ну, просто отношениями там зачастую. Ну, я понимаю примерно, о чем ты говоришь. Нет, я как раз таки спрашиваю, о том, что очень многие отношения между мужчинами и женщинами строятся исключительно на том, что ты мне деньги, я тебе секс, но они не называют это... Они это не говорят никогда, никогда не говорят, да. Конечно. Но я сейчас о другом. Конкретно о процессе именно купли и получения того, что ты купил. Именно с точки зрения мужской. Не с точки зрения того, что женщины продаются за деньги, мне пофиг вообще абсолютно, это их выбор. А с точки зрения мужчины. Купить секс за деньги. Это окей или это вот просто такая вынужденная мера? Смотря о чем мы говорим, понимаешь, когда мы говорим купить секс за деньги, смотря о чем мы говорим. Вот, допустим, ну, сразу скажу заранее, то, что вот это вот индивидуалки так называемые, у меня за всю жизнь было максимум, по-моему, 2. Ну да, 2. То есть именно индивидуалки, то есть это, грубо говоря, ну, считаю, что профессионалки. Мне это не интересно, мне это не нравится, я не хочу никак с этим никогда связываться. А как интересно? Ну, интересно, когда это не работа для женщины. Какой мне интерес? Я просто, потестил там, потому что были фото хорошие, кстати, оказались реальные. То есть... Да? Совпали фотки и человек, реально? В смысле? Это легко проверять. Это проверяется через Google просто. Если там какая-то... Если фейк-фото, они будут всегда просто находить, Google будет находить фото, и все, и ты понимаешь, что фейк. Ты просто сразу не разговариваешь больше. Окей, если ты за честный спорт, но с какими-то финансовыми вложениями. Не понял, еще раз, за честный спорт? Ну, честный спорт. Ну, типа, я могу потратить деньги на девушку какую-то, которая не профессионалка, она не продает секс официально, да? Как тебе интересно? Типа, есть условная девушка, ты хочешь с ней переспать, ты какие-то прикладываешь усилия к этому. Не так. Я просто в интернете, подыскиваю любительниц определенного контента. Ну, то есть ты на каких-то конкретных ресурсах, каких-то сайтах, вы там переписываетесь? Не скажу сайты, разумеется, как это Нет, возможно. конечно, мы даже не спрашиваем тебя, что за сайт. Просто ты общаешься там с девушками, которые предположительно готовы. В основном это студентки, которым нужны деньги. Как минимум раз в месяц есть донат, спрашивают, типа, как там найти секс. И я каждый раз удивляюсь. Вы живете в 2018 году, вы не можете найти в интернете желающих. Даже можно найти бесплатно, не обязательно искать платно. Это правда. Просто бесплатно искать нет смысла по той причине, что если ты ищешь бесплатно, тебе тоже будут ставить условия. Я не готов тратить на кого-то там время и терпеть чьи-то условия, потому что с рандомной там женщиной просто, зачем это надо? Я не хочу никаких условий, никаких обязательств и так далее. Но у тебя не было ни разу, что ты переспал с девушкой, и у тебя появилась какая-то симпатия к ней, тебе стало интересно, что там у нее вообще в душе, чем она занимается, как она живет? Ну, я считаю, это, наверное, личный вопрос. Я же не буду сейчас, смотри, если я, допустим, скажу, пойдет вопросы, почему конкретно, правильно? Нет? Почему? Просто мне интересно, у тебя возникают чувства? Хорошо, давай так, скажу так. Прям любви с таких встреч не было. То есть, бывает там какая-то иногда симпатия, там можно чуть дольше повстречаться, что такое. Попереписываться. Попереписываться, повстречаться. Дарил цветы девушкам? Бывало. Но вообще, мне кажется, за свою жизнь я подарил больше цветов учительницам в младших классах, чем девушкам. По моему опыту, по-моему, как минимум 50% женщин даже не любят цветы, когда им дарят. Это правда. Типа многие думают, это... Собственно, нет смысла покупать рандомные цветы. Я сразу скажу всем.
кто думает, там, кому-то подари первый раз цветы, не надо покупать рандомные цветы, забейте. Шанс на то, что, во-первых, нужны цветы, и то, что понравится еще, ну, короче, забейте, никогда не пытайтесь. Меня, кроме всего прочего, очень порадовало, что ты слушаешь хорошую музыку, в том числе Джонни Кэша даже, насколько я У знаю. меня есть 4 трека, как минимум, вроде Джонни Кэша, да. Нравится трек Hurt? Да, он хороший. Ну, у меня есть на компе, значит, мне нравится, значит, мне он нравится. Очевидно, еще есть на компьютере. Мы с Женькой даже делали кавер на эту песню, есть на Ютубе, между прочим. Кто привил тебе такой вкус к музыке хороший? Привил? Ну да. Мне не было никогда никакого привития. Я Ну, просто, что-то вот, допустим... кричал тебе, знаешь, в детстве, типа, смотри, это классная музыка. Нет, мой поиск музыки всегда состоял... услышал в фильме, понравилось, нашел. Услышал в игре, понравилось, нашел. Шел по улице, услышал, где-то просто играет. Послушал слова, то есть пришел домой, Google, нашел. Что ты думаешь по поводу современных, вот сейчас самых популярных исполнителей? Ничего хорошего. Ну, мне, по-моему, кажется, чем дальше, тем хуже. Ну, разумеется, сейчас, скажем так, любой подросток скажет, да ты уже старый просто, но... Как по мне, ну, просто ужасно. Ну, я не могу это слушать в основном. Но бывают, конечно, хорошие треки, во всем есть исключения. Но, с другой стороны, если так посмотреть, олдовые поп-треки, да, которые раньше считали зашкварными, теперь они считаются хорошими. То, что в нашем детстве мы слушали, наши родители слушали. Да, допустим, сейчас оно считалось зашкварным, а сейчас Да. оно считается крутым. Согласна. Но, опять же, все познается в жизни в сравнении. Они считаются крутыми по той причине, что нынешняя музыка супер плохая. Поэтому те треки, которые казались зашкваром, уже кажутся годнотой. И тут я сейчас первый раз скажу тут с иглы. Наконец-то. Ну, это обширная тема, на самом деле. Можно музыку обсуждать, там, не знаю, 1,5 часа или 2, там, долго. Наверное, я хочу подытожить вот это все с Твичом связанное несколькими вопросами. Во-первых, поступали ли тебе уже предложения с других стриминговых платформ? Нет. Еще не поступали. Ну, в любом случае, как бы мне сказали, что партнерка с Твичом подразумевает то, что я не могу в любом случае перейти на стриминговые платформы, какие-то другие, пока я в бане там. То есть на постоянной основе, но да. я же не пойду бесплатно. Я уже подожду, пока меня забавят навсегда на Твиче. Мы сегодня разговаривали о том, что рано или поздно это неизбежно. То есть, когда меня забавят навсегда на Твиче, тогда уже окей. Можно подумать, чтобы там куда-то переходить. Ну, или если есть у кого-то какое-то предложение, то оно должно быть очень большое, чтобы я согласился сразу уйти с Твича. Хотя, конечно, правило, сложно, я же говорю, вернее, не то, что сложно, а невозможно будет остаться там навсегда. Все, меня забанят. Все это уже понимают и знают. Меня забанят в ближайшие, наверное, полгода навсегда, скорее всего. Но зрителям-то что ждать? Ждать возвращения Папани? Возвращение Папани, что значит? Ну, то есть Папани с большой на- буквы? На любую платформу Папани, вот Папани, который сейчас сидит рядом с Ну, вами. ты читала, допустим, мой пост Да. в ВК? Очень там было много информации, и там, знаешь, так все завуалировано, что непонятно до конца. Ты такой там пишешь, что, а может быть, я сделаю вот так, а может быть, я сделаю вот так. Ты правда так считаешь, что ты сам еще до конца не понимаешь? Когда-то были, вот даже не когда-то, буквально недавно, время от времени поступали предложения, что вот за сколько бы ты перестал стримить навсегда. И я, в принципе, решил, что теперь я морально готов, вообще согласиться перестать стримить за какую-то определенную сумму. Если бы эта сумма была действительно, скажем так, то дело не в том, большая или маленькая, дело в том, чтобы она была выгодная. Если это действительно выгодная сумма, то я готов, уйти навсегда из стриминга, и только там, не знаю, какие-то воды иногда скидывать от силы. И все. От скольки тысяч долларов это выгодно? От скольки? Мне сложно так представить, потому что, понимаешь, ты можешь включить однажды стрим, тебе там задонатят 6 тысяч рублей или 8. А можешь включить стрим, ворвется какой-то там донатер-олигарх и задонатит тебе в соло 75. И остальные зрители еще задонатят 30. То есть, по-разному бывает. Я скажу так. Недавно было предложение, буквально вчера, по-моему, или позавчера. По-моему, позавчера. Может быть, и вчера. Короче, сложно. Было предложение, по-моему, серьезное, я не уверен, нельзя быть на 100% уверен, когда тебе в интернете пишут. Было предложение, человек предлагал 2 миллиона рублей, я не согласился уйти из стриминга за 2 миллиона. Потому что мало. это, наверное, невыгодно. Это мало. Это логически, чисто так подумайте, это не может быть выгодно. Конечно. Давай сейчас обратимся к твоим фанатам, зрителям, поклонникам, тем, кто переживает, что Папани не стало на Твиче на какое-то время. Какая трагедия. Сделай небольшое обращение этим людям. Они ведь ждали тебя на нашем канале. Да, я, в принципе, уже сделал, я все написал, по-моему, в группе ВК, то есть добавить, по большому счету, нечего. Я, безусловно, вернусь по той причине, что нет смысла уходить, потому что, банально невыгодно уходить. Вы меня поддерживаете, вы меня слишком сильно поддерживаете. Я, разумеется, всем благодарен, кто адекватный, кто, просто донатит, без оскорбления, без всякой фигни. То есть я в любом случае вернусь, потому что, повторюсь, нет смысла уходить. Но контент, за это я обещать не могу. Как по мне, мотивацию вернуть не то, что невозможно, но
Если не выйдет какой-то супер-мега интересной игры, которая будет вот которая меня зацепит, то контент, ну, из того, что сейчас есть, он не вернется. Вот все так же, ну, как бы по-старому, то есть ничего хорошего не ждите, то есть. Ну что, венецианский король проявил любезность, принес нам свой покерный набор, свои Бомженабор. картишки. Бомженабор. Бомженабор. Расскажи про этот бомженабор, как он у тебя появился? Просто купил первый попавшийся набор, чтобы поиграть с френданом. Когда в покер в реале хотели поиграть. Да. Первый попавшийся, чисто для игры 1 на 1, очень мало фишек, самый дешевый, наверное, да, потому что, ну, как бы, не было смысла выбирать ничего. Карты тоже самые обычные, чтобы вы понимали, ну. Крапленые да, куда их показывать, по-любому. идут камеры. Ну, то есть самые обычные дефолтные карты. Да, и мы Классик дизайн. решили с Виталием сыгрануть в покер. Типа СНГшка, грубо говоря, получается на 200 баксов, с каждого по сотне. Я, если что, old, А вот, я старая new купюра. Да. Ньюфашка. Ньюфашка. Ньюмашка. Ньюмашка. Окей. Значит, сейчас я оставлю семью без штанов. Проиграю, видимо, сатен, но попробуем. Давай, отец, раздавай. Угу. Так, значит, баллы у нас 5-10, надо Да. сразу поставить. Что, вот эти малышки поставлю тогда? Вот, ну да, вот моя пятерочка, Моя малышка. твои 10. А, мои Ты же большой 10, блайнд, да. господи, да. Все. Я тупая. Я, походу, тебя буду еще обучать, но у меня батон, я сейчас первый хожу. Знаешь, я играю, типа, в компьютерную игру, и там все за меня делают, и я, типа, кстати, не да, думаю на об самом этом. деле, я когда ходил в покер-клуб в реале, мне тоже поначалу было сложно понять, когда я хожу. То есть, казалось бы, я в покер играю с 16 Да. лет, но когда я в реал пришел после компьютера, ну, как бы после игры за компьютером на PokerStars, мне реально было сложно понять, когда я хожу, потому что не мог понять, где этот батон находится, Да. что происходит. Это ж культура, типа, целая, там все, как бы, в реале по-другому. Ну, давай. Короче, 20. Ах ты, гад. Подожди, я на самом деле только что Ты тупой или я? фигню сделал. По-моему, я тупой. Потому что, получается, у меня изначально small blind был 5, у Так. тебя стояло 10. Да. То есть я ставлю 20, получается 25, мне нужно доставить только 15. И теперь раздается флоп. Да. Очевидно. Да. Сейчас мы научим школоту играть в покер. Чек? Я думаю, ставить или нет. Ты Что такое? сильно толсто думаешь там. Ну, я 30 поставлю, это не так много. Ну ок. 30, так 30. Нет, эти. Вот. Терныч. Чек. Окей, чек. Ура! Ты не поднял. Чек. Сколько там банк? 110. Ну, 110. Да, хватит 50. 50. Я не Всё? сдамся. Показывай. Что, вскрываемся? Да? Пара? Эх. Что, забираю? Да, забирай. Исторический момент. Почти плюс 100. Забираю себе фишки. Тебе батон теперь? И они посидели еще немного. Забирай. Какой ты? А? Да, так легко. Прочитал меня? В смысле прочитал? Прочитал меня? Я же тебе объяснял, это так не работает. Ну, грубо говоря, мы играем в одну игру, которая по длительности, ну, не знаю, сколько там займет, ну, максимум там, минут 15-20. То есть, даже если ты сидела против чемпиона мира, это все равно просто то же самое, что раскидывать карты. То есть это... Ну нет, смотри, когда ты в реале играешь, ты же все равно видишь там блефует человек, не блефует человек, как он себя ведет. Там. Когда ты в первый раз в жизни встретил человека, ты не можешь так ничего видеть, это все миф, это для кино. Я думала, ты уже привык ко мне за целый день, уже понял. Ставь блайнд большой. Потом еще немного. Чек. Скрываемся. Я не уверен, кто первый показывает, но это не важно. Ладно. Ну, у меня пара на дамах, но у меня старшая карта, я забираю. Нет, у тебя не старшая карта, а тут туз. В смысле, у меня У по нас- королю. Нет, не так, смотри. У меня 2 дамы, 2 Ой. двойки и туз. У тебя тоже 2 дамы, 2 двойки и туз. То есть мы делим банк. У меня 2 дамы, 2 двойки и Но туз. у И тебя меня-то тоже. кикер, король. У тебя 2 пары, смотри, 2 дамы и 2 двойки. Ну, И у туз. тебя тоже, но у меня кикер, король, у тебя кикер, шестерка. Нет, это если бы не было у нас с тобой 2 пар, у двоих. Кикер у меня тоже туз. У тебя и у меня кикер туз, потому что набор Окей, туз. делим, Типа хорошо. 5 карт. Хорошо. 5 То есть, карт. ну, типа, окей, разошлись вообще никак. А потом еще немного. Сейчас выиграешь у меня? Да ну ты как это, ты сейчас как будто с 3-летним ребенком играешь. Я очень
плоха в реале. Я тебе уже объяснил, тут нереально быть как бы плохой. Холдем, в знаю. таком плане играть, вот просто встретиться с рандомным человеком, сыграть одну игру, это почти 50 на 50. Ну окей, Почти одно и то же. хорошо, убедил. Тем более при больших блайндах. Если блайнды были бы маленькие, это был бы, хоть какой-то там, допустим, уровень игры можно было. А так, мы считаем, что карты раскидываем просто. Я должна из Винницы уехать плюс $100, понимаешь? Мне нужен профит. У тебя уже сейчас шанс уехать с плюс $100 как минимум 55%, как минимум. Я хожу. Ну ходи. Чек. Спасибо за инфу, как говорится. Чек. Еще немного. Банк 120. Бахну-ка я 70. Чисто для Ты профилактики. издеваешься? Я без денег домой поеду. Я не хочу тебе сдаваться и не хочу отдавать тебе уже то, что стоит. Блядь, так это и работает. Я изображу, что у меня есть карта, ты испугаешься. Сука, так это и работает. Ты меня сначала развел на нормальную ставочку, теперь уходишь. Нихера. Блядь, бесит. Ты боишься, что я покажу на камеру блеф или что? Да я не знаю, что ты покажешь вообще. Окей. Не на корову уже играем, господи. Ты, по-моему, не, нормально, да, все правильно. Столько же. Окей, черный, опасно. Взяла, заколила так просто. Еще немного. Да так нельзя делать, ты что? В смысле нельзя? Ну нет, ну нет. По логике я должна тебе сейчас просто все отдать. Можешь не отдавать, можешь это себе оставить, я это заберу. Это займет у нас всего 10 минут, говорил он. Да что там играть, ты сейчас выиграешь, говорил он. Да ладно, какая разница, как хорошо ты играешь, это все фигня, говорил он. Не, так, если честно, я думал, ты правила знаешь, ты сказал, что правила Ну знаешь. я знаю, типа, но... Тут не совсем, конечно. Блин, сложновастенько. Не, ты правила, откровенно говоря, не знаешь. Ну так, да. Ну по сравнению с Женей знаю. Окей, ставь 5. Короче, ситуация такая. Я была уверена, что хоть чуть-чуть правила я знаю, хоть чуть-чуть в покер играть умею. Но у меня был школьный уровень, вообще детский. И играю я, откровенно говоря, хреново, поэтому он меня просто как ребенка сейчас уничтожает. И я поняла, что это будет бесконечно продолжаться. Надо расходиться, с этим заканчивать все. Собственно, у нее закончились фишки почти все, но она выиграла all-in, у нее снова появились фишки, и она сдалась. Ей просто надоело проигрывать. Ну, я типичная баба. Ну, на самом деле, мисс-девушка правил не знает, поэтому, все равно игра была несерьезная. Поэтому я, как олд, я удаляюсь из этого контеста. Будем считать его несостоявшимся. Давай олдовую купюру только мне, да? Я олд. Ах ты! Я олд. Собственно, меня просили оставить какой-то подарок, какой-то автограф сделать, но, как вы знаете, я никогда автографы не даю, и этот случай не станет исключением, поэтому, собственно, этот покерный набор бомжатский, подчеркиваю, бомжатский, ничего особенного. Могу отдать, могу даже с картами отдать, они мне нужны. Бомжатские карты, бомжатский покерный набор, собственно, разыграется и достанется какому-то микроработяге. Это же винтаж, ребята. Да, сейчас сразу же вам расскажу условия В розыгрыша. скобочках в любом магазине можно приобрести за пару копеек. Но нет, вы видели этот набор. Этот набор я отобрала лично у Папизи. Тут даже, кстати, есть штрих-код. Давайте специально сейчас запечатлим штрих-код, чтобы вы точно знали, что мы вас не обманули, не купили его в магазине. Я могу максимум поставить на нем галочку. Олды поймут, что такое галочка. Мы сейчас побежим, ручку найдем и будешь ставить галочку, точно. Но это не подпись, это не подпись. Как мы разыграем этот набор и вот эти вот прекрасные бомжатские карты? Значит, я в самом начале выпуска читала стихи про Папаню, которые вы в огромном количестве начали писать, когда забанили его Twitch. Я думаю, еще писали и до этого. Так вот, конкурс заключается в том, чтобы в комментариях под этим выпуском написать стихотворение про канал Миссис Марпл. Потому что нам стихи не пишут, мне кажется, справедливо. Всем удачи, кто не хейтер, даже не знаю, что добавить. Как обычно, по стандарту. Ну, а что еще добавить? Ты хотел сказать, чтобы ребята подписывались на канал Миссис Марпл, ставили лайки, писали хорошие комментарии, никого не хейтили. Я сказал, что канал заслуживает больше, чем 100к. То есть я сказал, как минимум 250к заслуживает. Да. Я не агитирую обычно, я против агитации.